выход Узбекистана из ОДКБ, точнее приостановка своего участия. Потому что формально требования статьи 19 устава ОДКБ не были соблюдены в той части, что уведомлять об этом нужно за полгода. Международное право допускает и такую форму, которой перебег Узбекистан. Так вот, все это прогнозировалось. Это было понятно, по крайней мере, уже полгода назад было понятно, что к этому идем. Что я имею в виду? Последний саммит Совета коллективной безопасности, руководящего органа, проходил в Москве в мае нынешнего года. Саммит был юбилейный, приурочен к 20-летию самой организации, когда 15 мая был подписан договор о коллективной безопасности. Где он был подписан? Он был подписан в Ташкенте, в столице Узбекистана. Таким образом, где как не на территории Узбекистана был бы проводить этот юбилейный саммит. И то, что Ташкент, официальные власти, отказались проводить, и отнюдь, кстати, не по финансовым причинам. Подобного рода саммиты не требуют таких затрат, как саммиты Большой Двадцатки или же саммиты АТЭС. Свидетельство о том, что было недовольство. Недовольство это копилось. Декабрь прошлого года, еще один предшествующий саммит, который внес, были приняты важные решения, в частности, были внесены изменения в уставные органы. Узбекистан их не подписал, эти документы. В то же время весной этого года, во время участия на саммитах СНГ и Евразес, именно Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана, в своей речи порцию дифирамбов пропел интеграционным усилиям нового старого президента России Владимира Владимировича Путина. Именно Ислам Абдуганиевич всегда резко против выступал создания наднациональных органов. Где бы то ни было. Речь ли шла об СНГ, о Евразес, о ДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, всегда это было камнем преткновения. Ислам Абдуганиевич Каримов считал, что никаких указующих перстов со стороны наднациональных органов его понятию суверенитета быть не должно. Мало того, что это понятие суверенитета получается достаточно интересное, поскольку если Узбекистан вошел в ООН, подписал устав этой организации, то он уже потерял часть суверенитета, поскольку обязался выполнять, скажем, решения Совета Безопасности, которые предписывают даже суверенному государству определенную линию поведения. Узбекистан действительно выходил в 1999 году. Кстати, тогда он вышел очень цинично. Я напомню, что он вышел не направляя письмо, не уведомляя об этом своих партнеров по организации, а вышел на юбилейном саммите Североатлантического альянса. То есть тоже было демонстративно. После этого он вошел в организацию ГУАМ, блок государств региональный, основная цель которого, в общем-то, попыткой была сколотить некую группировку вне России и с противороссийскими явными целями. В настоящее время, скорее всего, было сделано с подачи американцев. Вы упоминали о том, что есть точка зрения о том, что одной из причин это нежелание, точнее желание воспрепятствовать строительству Рагунской электростанции. Так вот, эти две причины как раз смыкаются. Дело в том, что выход американцев из Афганистана связан с тем, что американцы уже это продекларировали, они собираются оставить значительную часть той техники, не непосредственно боевой, а которая может использоваться для обеспечения, материального обеспечения присутствия военнослужащих. Это что? Это строительная техника, это автомобили, это много другое оборудование. Оставить, не вывозя их на национальную территорию, государствам Центральной Азии. И вот в этом смысле Ташкент был в чем заинтересован? Чтобы львиная доля этого куска, которого так или иначе оставляют американцы и их союзники, досталась бы именно Ташкенту, и обязательно не досталось бы Таджикистану. Потому что Таджикистан мог бы использовать ее для более успешного и более форсированного строительства Рагунской гидроэлектростанции. Ну а какие выводы? Применительно, наверное, мои коллеги добавят, вот применительно к этой ситуации, применительно к отношениям в двойке Узбекистан-Таджикистан, кто должен быть больше всего беспокоен выходом Узбекистана из ОДКБ? Таджикистан. Объясняю почему. Потому что раньше Узбекистан и Таджикистан состояли в рамках одного военно-политического союза, ОДКБ, а сейчас у Узбекистана руки развязаны. Руки развязаны и в том смысле, что вот этот конфликт, который существует по поводу строить или не строить Карагунскую ГЭС, а в этом году была явная эскалация этого конфликта, когда Узбекистан разбирал полотно железной дороги, ведущую в одну из южных областей Таджикистана, когда он прекращал поставки газа, из-за чего была серьезная угроза остановка важнейших бюджетообразующих предприятий Таджикистана, этот конфликт может переходить и в горячую форму. Никто от этого не застрахован. Более того, повторяю, у Таджикистана должны быть большие опасения.
И поэтому руководство именно этой республики, с моей точки зрения, должно быть 10 раз подумать, чем выкатывать Москве какие-то фантастические претензии о том, что арендная плата за российскую военную базу должна составлять, по мнению таджикской страны, фантастическую сумму $300 миллионов в год. Если, как сейчас, переговоры по этому вопросу притормаживаются, и притормаживается дальнейшее финансирование развития этой базы, то эта база обеспечивала безопасность Таджикистана. Если таджикское руководство хочет, чтобы эта база ушла, ну что ж, мы уже имели примеры пограничных конфликтов, да и внутренней гражданской войны в Таджикистане. Кстати, в этом году тоже праздновали юбилей этого, и история может повториться. ОДКБ, собственно, не ослабевает с выходом из нее такого члена, как Узбекистан. Вопрос с выходом Узбекистана, он вообще очень давно уже стоял, я бы даже сказал, не полгода назад, а он, в общем, там несколько лет уже стоит. И, честно говоря, для меня удивительно было то, что Узбекистан наконец формально приостановил свое членство только сейчас. Между тем, как реально он прекратил взаимодействовать с ОДКБ в плане там, предоставления войск, там, участия в каких-то коллективных структурах типа КСОР, предоставления денег и даже информации организации, значит, значительно раньше. Ну так, я думаю, где-то примерно года так, с 2009, вот так уже примерно, никакого реального сотрудничества с Ташкентом, собственно, в рамках ОДКБ не было. То, что организацию покидает такой член, это, в общем, ничуть не будет способствовать ее ослаблению. Наоборот, это усилит интеграцию в ее рамках. Значит, что касается ситуации с российской базой в Таджикистане. Значит, мне кажется, что выход Узбекистана, ну не выход, приостановление формальное членства Узбекистана в ОДКБ усилит, подхлестнет желание Таджикистана все-таки эту базу сохранить. Потому что, ну, собственно говоря, понятно, что происходит сейчас вывод войск США из Афганистана. Соответственно, ситуация в Афганистане очень сложная и очень неопределенная. Никто в мире вообще не берется прогнозировать, что там будет после 2014 года. Таджикистан, в принципе, попадает, так сказать, вот в эту прифронтовую зону, которая может возникнуть снова. Соответственно, российская база всегда была гарантом неприкосновенности границ Таджикистана в этом направлении. Теперь получается еще и ситуация с Узбекистаном. Действительно, Узбекистан в какой-то степени развязал себе руки. Хотя, опять-таки, теперь формально, поскольку Узбекистан не является членом организации, а Таджикистан является, получается, что ОДКБ, так сказать, в значительно существенной мере связано гарантиями безопасности Таджикистана. И в этой ситуации, конечно, запрашивать, опять-таки в этой ситуации восточного торга, максимальную цену за базу, ту цену, которую Россия, может быть, не готова заплатить, было бы не совсем рационально, на мой взгляд. Вот все, что мы наблюдаем, для специалистов по Центральной Азии совершенно не является чем-то новым, непривычным и так далее. Все это касается и Узбекистана, и Таджикистана. Это то, что называется многовекторной внешней политики в действии. Значит, все центральноазиатские государства проводят эти многовекторные политики. Другое дело, что проводят они их немножко по-разному. Суть этой многовекторной политики сформулировали еще задолго до того, как образовались новые независимые государства Центральной Азии. В частности, при президенте Дауде в Афганистане, то есть еще до ввода советских войск туда, была поговорка, что афганская политика заключается в том, чтобы прикуривать американские сигареты русскими спичками. И вот все центральноазиатские государства, прежде всего те, которые мы сейчас обсуждаем, они, в принципе, занимались в рамках многовекторной политики такого типа прикуривания, продолжают заниматься. И считать, что это может, так сказать, привести к какому-то принципиально новому развитию ситуации в регионе, на мой взгляд, достаточно преждевременно. Выход Узбекистана из ОДКБ и других региональных объединений – это скорее тенденция, это устойчивая политика узбекских властей, и здесь ничего нового нет. И за 20 лет Узбекистан демонстрирует вот эту далеко не похвальную устойчивость, и выход из ОДКБ прямое свидетельство вот этой политики. Я считаю, что выход из этой организации
ослабляет как организацию, так и саму ситуацию по безопасности в регионе. Скажу почему. Во-первых, режим узбекский политический, он не вечен. Любой переход власти к другой элите, лидеру этой элиты, он всегда будет сопровождаться, особенно в таких условиях, непредсказуемыми последствиями. Это может выйти за пределы Узбекистана ситуация, и она может и прямо или косвенно затронуть интересы соседних государств, в том числе и Казахстана. Нужно было в свое время эту организацию по безопасности подкреплять вот теми необходимыми ресурсами, которые позволяли бы Узбекистану не продавать нестабильность как товар, как России, так и Соединенным Штатам Америки. Потому что вот эта угроза, которая как тлеющие угли в Узбекистане есть, оно за эти 20 лет постепенно в сознании элиты узбекской превратилось в очень доходный товар, который можно, конечно же, продавать на рынке внешнеполитическом. И этим умело пользуются Соединенные Штаты Америки, которые не просто эти тлеющие угли поддерживают, они заинтересованы в этом, потому что здесь геополитические интересы сталкиваются как с Россией, так и с другими странами. Внутренняя причина этого состояния Узбекистана, она всем известна, но никто не хочет ее решать, никто не хочет влиять на эту ситуацию. Дело в том, что Узбекистан 20 лет существует как суверенное государство, у него нет внутренних, достаточных для достойного экономического функционирования, а даже конкурирования с таким государством, как Казахстан. Конкурировать очень сложно с Казахстаном, потому что нет свободной либеральной экономики, нет даже намека на нее, она не конкурентоспособная, эта экономика. При ресурсах, имеющихся в Узбекистане, это можно было выстроить, если эти отношения либеральные в экономике могли бы быть. Кроме этого, нет намека и на то, что мы называем свобода, открытость этой страны. Нет демократического устройства. Нет того, что позволяет стране выстраивать социальные, политические, культурные и другие коммуникации с другими странами, которые могут инвестировать в эту страну. Инвестиции идут только военные или инвестиции вот того приходящего свойства, о которых я уже говорил. То есть инвестиции на недопущение дальнейшего дестабилизирующего развития событий. То есть оплата угрозы. Вот эта ситуация, она позволяет сделать вывод по Узбекистану, что он не современен, он не способен самостоятельно вот при этом режиме решать проблемы внутренней региональной безопасности. Значит, ОДКБ как организация служила очень хорошим институтом для того, чтобы в регионе и в самом Узбекистане создать вот ту ситуацию, которая могла бы постепенно вести к достижению вот того регионального потолка или уровня безопасности, который бы надолго снял бы вот эту угрозу.